Мне кажется, что нашу работу можно оценить на высокую оценку. Институт сейчас достиг такой вот фазы работы, когда времени свободного практически нет. То есть все заняты проектами, проекты научными, инфраструктурными, проекты развиваются очень быстро, несмотря на сложности, которые у нас есть в силу санкционных ограничений, заказов товаров, доставки их на территорию Российской Федерации и так далее. Тем не менее, мне кажется, что темпы крупных проектов, что Ника, что фабрика для У400Р, что реактор, они очень серьезные, очень хорошие. Смотрите, за 2 года, трудно год оценивать, год слишком короткий промежуток для организации, для огромной такой организации, как наша. А вот 2 года накопленным итогом, и 3-й год, посмотрим. Вот у нас 4 страны проявляют самого серьезного уровня намерения и готовность работать с институтом. Это Китай, это Мексика, это Бразилия, это Индия. Это 4 страны крупных, огромных страны, которые нас не просто всерьез воспринимают, они, ученые из этих стран, стали членами наших программных комитетов и ученого совета. Количество проектов совместных с Китаем было 2 года условно 0 или 1, сейчас 8, и эти проекты все направления деятельности института обеспечивают, от ядерной физики до теоретической физики. У нас есть несколько стран, которые активно пытаются сформировать совместный проект с институтом. И опять же, вот говоря про общие рамки, надо понимать, что за словом «проект» и за словом межправительственное соглашение, какие-то высокие встречи, за всем этим стоят конкретные люди, их много. С Китаем это сотни людей со стороны Китая. С Индией сейчас это десятки людей. А с Мексикой это десятки. То есть за каждым словом «проект» стоит большая интеллектуальная мощь, большая интеллектуальная сила в виде ученых, инженеров, которые приезжают к нам на наши установки, на наши проекты. И стоит большая серьезная наука. Поэтому вот мы отчитываемся формально количеством проектов. Мы сейчас формируем новый формат проблемно-тематического плана. Но реально это и есть наша основная работа, это есть наши главные научные результаты. Вот смотрите, мы за прошедший год публикационная активность института выросла до примерно 1700 публикаций. Мы такой цифры не достигали никогда. То есть вот лучшие цифры 19-20 годов до ковидной это 1500 публикаций в год. Сейчас 1700. И мы видим тренд вверх. У нас число защит растет, кандидатских и докторских. Опять же, это не просто цифра, это не просто 25 кандидатских и 7 докторских. Это значит, что наука в лабораториях созрела до такой степени, что результаты исследований достойны кандидатской и докторской диссертации. Таких темпов тоже защит диссертации я не припомню. Может быть, конец нулевых, начало 10-х годов. Когда еще мы были на потенциале института, вот еще из 80-х, 90-х годов. Но с тех пор у нас обновилось все. Весь парк установок. У нас уникальный новый комплекс на площадке ЛФВ. У нас новый парк ускорителей в Ляре, обновленная и новая машина. У нас новый гигантский проект Байкал. Просто, вновь возникшая установка. Дальше можно говорить про фондовооруженность, про возраст оборудования, все эти скучные наукометрические цифры, но они отражают и суть результата. Конечно, это просто индикаторы, конечно, это просто цифра, но за ней стоит огромная работа всего коллектива института, стоит просто фантастическая поддержка стран-участниц вот в это сложное время, особенно Российской Федерации. Мы должны признать, что она является действительно гарантом сейчас, гарантом существования, даже не существования, а развития такого динамического института. Мы совершенно спокойно сейчас строим планы, мы строим несколько объектов, каждый из них с бюджетом условно миллиард и выше. Но когда это было последний раз? Вот когда? Чтобы мы не только научные объекты, мы сейчас начинаем строить Ратмина, новый комплекс, впервые за 40 лет. Мы делаем очень тоже важные объекты, которые лицо института определяет. Это новые проходные, на Ляповской современная, такая, какая она должна была быть уже давно. У нас новая гостиница появилась на Московского, обновленная. Мы сейчас обновляем гостиницу на Векслера основную.
То есть это тоже огромные инфраструктурные затраты, но это все доверие наших стран-участниц и наших полномочных нам, доверие нам, потому что научный коллектив института сильный, потому что наука, которую мы делаем, сильная, и это первично. Если так оценивать результаты нашей работы, мы еще не на пике формы, не на пике своей производительности, конечно. Конечно, мы ждем перехода от активной фазы строительства и создания к активной фазе экспериментальной программы. Как мы говорили, это 7-летка, это сбор урожая. И она наступает, причем она наступает, ну, может быть, даже незаметно. Но вот у нас как-то раз незаметно пробежали 3 года, у нас в Илярии появился практически новый ускоритель. Уникальная машина, аналогов в мире нет по току пучка, по возможностям. Мы, значит, переживали, что не получается с реактором, что у нас пользователи разбегаются. Сейчас мы запускаем реактор. Ника у нас задышала. Сейчас даже самые скептики, там суровые скептики, даже те, которые, ну, конструктивные критики даже внутри института, да, которые, ну, всегда привыкли так оценивать, что вот, но самым строгим мерилом, даже они уже сейчас говорят, ну, если год назад они говорили, не запустите, не получится. Сейчас они уже говорят, не, ну еще бы не получилось. Ну еще бы не получилось. Столько народу, такая наука, такая поддержка, еще бы... И это происходит, наверное, незаметно, потому что мы живем все в этом процессе. У нас нет возможности со стороны понаблюдать. Мы живем в этом вот, ну, хорошем вихре, правильно в таком вихре дел. Тяжело, и мне тяжело, и всем тяжело. Работы много, без выходных, но мы создаем просто уникальный новый фактически институт и новое будущее, которое очень привлекательно для новых партнеров, для новых стран. И от этого в какие-то моменты, значит, и плечи расправляются, и глаза открываются, и хочется еще и дальше, и дальше. Но надо соизмерять силы. Все-таки я думаю, нам нужно не увлекаться новыми проектами и новыми, вот, так сказать, будущими установками, а по максимуму эксплуатировать и получать научный результат от того, что мы имеем, от того, что мы создаем. Потому что это тоже непростая задача. Вот набирать данные, анализировать, публиковаться. Это работа, которая требует большого терпения, где результат тоже виден не через день, а может быть через полгода или через год. Но это наша задача, это наша работа. Я счастлив, что мы в такой форме, и счастлив, что у нас такой замечательный институт.